Приветствую, друзья! Мы продолжаем запись наших подкастов с Геворгом о том, собственно, чем мы можем быть вам полезны. Сегодня поговорим о бизнесе, о предпринимателях. Любой бизнес начинается, ну, начинается он, конечно, с идеи, но с точки зрения юридической, он начинается с регистрации компании, с учредительного договора. И давайте поговорим о том, как это делается. Знаешь, что самое главное? Когда клиент хочет какую-то компанию открыть или ИП у себя открыть, а, главный вопрос, который я ему задаю: какая цель? Потому что цель другая для бизнеса, а цель другая для ВНЖ. Они говорят: "Ну, будем делать и бизнес, будем делать и ВНЖ". Я говорю: "Нет", потому что делать ВНЖ через СРО или, компанию — это намного дороже, чем через ИП. То есть мой первый вопрос всегда бывает: какая цель? Если цель говорим по бизнесу, тогда да, СРО — самый хороший вариант. Самый хороший вариант — просто его как будто открыть в упрощенном формате. Упрощенный формат — это, говорим, то, что просто как будто один директор и один учредитель, одно лицо. Формат, когда уже есть много учредителей, несколько директоров, но это уже надо реально в уставе указать, какие там есть права и обязанности. А когда говорим по ИП, это ты сам индивидуальный предприниматель, тогда это означает, что вся ответственность на тебе, ну и также все прибыли в пользу тебя. А у компании нет. У компании вот эта там ответственность это лежится в компании, а ответственность несется, перенесенная ответственность несется к директору. То есть учредитель там не несет ответственность. То есть устав, который, гарантирует какие-то там, не знаю, какая-то страховка для директора, что против него никто не будет возбудить какую-то там, ответственность, это никак не поможет. Потому что в законе указано, что директор, а, всегда несет ответственность, о, за ущерб компании, потому что он действует только в пользу компании, а не учредитель. Поэтому я и задаю вопрос: какая цель? Очень хорошо, что ты отметил эту разницу. Мы давай будем рассматривать вариант именно ведения бизнеса. Да. Скажем, например, ситуация, да, в Германии с достаточно высоким уровнем налогообложения. Мы в Словакии как бы стремимся тоже к высокому налогообложению, но пока все-таки у нас ситуация, скажем так, полегче. Вот, например, если человек, у которого небольшой, большой, средний бизнес в Германии, решает с целью минимизации налогообложения какую-то часть бизнеса, например, релоцировать в Словакию. Возможно ли это? Какие, существуют инструменты, какие есть там, не знаю, плюсы, минусы? Так скажем, хоро имеет смысл перенести бизнес в Словакию, если говорим о налог из дивиденд. Тогда у нас 7%. Но, налог считается в зависимости от того, в которой стране ты больше всего проживаешь. То есть, если ты проживаешь на территории Словакии больше, чем 6 месяцев, и есть свои интересы здесь, ну, у тебя, например, ПМЖ, ВМЖ или какое-то гражданство другой страны, можно сказать, что ты имеешь данный домицил, так это называется, в Словакии. Ну, если твои дети начнут выходить в школу, жена здесь работает и так далее, ты можешь сказать: "Да, я австриец, или я француз, или я иностранец, экспат с каким-то там ВМЖ, ПМЖ в другой стране, но налоги будут здесь". Это так грубо. А если говорим, что нет, у тебя интересы не остаются в Словакии, ты просто бизнес здесь ведешь, я не советую брать, дивиденды, то есть выплачивать дивиденды, потому что может возникнуть налогооблагаемость у тебя дома и еще здесь. В зависимости от того, с которой стороны, с какое твое гражданство и так далее. Поэтому со стороны налогов, да, Словакия достаточно хорошая страна, но надо учитывать, если ты с этого бизнеса будешь выташивать эти деньги через дивиденды или через какую-то другую структуру. Я советую другие структуры, потому что дивиденды реально, этот налог должен компания сразу снять. Это не так, что я оплачу, не оплачу. Компания, когда выплачивает из чистого прибыли, например, после оплаты всех налогов, государственных налогов, там, по прибылью, дивиденды своему учредителю, акционеру, компания снимает этот 7%, который есть. То есть его избежать почти нереально. Она несет за это ответственность.
Я понял. Ну, то есть вот, если не брать тему выплаты дивидендов, то в целом можно считать и встраивать, например, словацкую фирму в какой-то бизнес, который Да, нет, существует в можно теплой сказать, стране. реально затраты со словацкой компании в Словакии дороже, намного ниже, чем в других странах. Минимум, пример тебе скажу. Если ты станешь директором какой-то компании в Австрии, ты должен иметь зарплату. А директор Словакии Ну, нет, там зарплаты нету. Нет, она не говорит, что зарплаты нету, но зарплата может быть ноль. 0. Она идет по мандатному контракту. Мандатный контракт, он указан в коммерческом кодексе, но закон не приказывает э, минимальную сумму, а в Австрии какая-то минимальная сумма есть. То есть да, есть люди, которые, например, открывают здесь компанию, стают директором своей собственной компании, работают через словацкую компанию в других странах, но не выплачивают себе какую-то зарплату. В том имеет смысл. Мгм. Пока не придумали эту Ну, зарплату для обязательно да. зарплата для директора. Да-да-да-да-да. Ты нет, ты реально можешь получать зарплату, даже можешь получать минимальную зарплату, но это уже не привязано к тем правам, которые есть, и обязанностям, которые есть у директора. Там есть подобная налогооблагаемость из, работы, из прибыли от работы. Есть какие-то маленькие нюансы, неинтересно, не имеет значения, но фактически директор зарплата ноль. То есть оплаты в соц ноль, оплаты в Ну страховку да-да-да, ноль это и так далее. То есть а экономия. в Австрии нет. Ты зарабатываешь, не зарабатываешь, всё равно должен оплатить зарплату своим директорам. С точки зрения вот уже такого технического характера, вопрос, по срокам, по вот, регистрации, там какие-то, может быть, этапы, то есть сколько это длится. Вот человек принял решение, в принципе, определил, что ему нужна компания, у него есть, значит, необходимый статус для того, чтобы быть там и директором, и учредителем. Как долго займет процесс регистрации? Ну, посмотри, если у него на руках справка о отсутствии судимости, то реально за 1 или 2 недели можно это успеть сделать. Почему? Потому что, с 1 января регистрации новых компаний и изменения в торговом регистре могут делать нотариус. То есть, если мы принимаем клиента и решили вопрос сделать через нотариуса, то все зависит от того, какой надежный у нас нотариус. А если это делаем через регистрационный суд, ну, там может, ну, там 2-3 недели подождать. А так нотариус получит от нас заявление, на следующий день может сразу сделать регистрацию. То есть, я так говорю клиентам: до 2 недель вопрос можем решить, не проблема. Хорошо. Ну, соответственно, внесение каких-то изменений, тоже где-то примерно, Даже изменения даже легче. Потому что изменения, если говорим, что делаем только через нотариуса, не надо нам живностный регистр, то есть не надо нам там регистр по предметам деятельности, изменения по предметам деятельности, то делаем за 2 дня. то есть изменение личных данных, то есть Через нотариуса делаем за 2 дня. Через регистрационный суд 5 дней, можно сказать. хорошо, открыли бизнес, не пошло, как бы, открыть- это одна ситуация, закрыть- это другая. Вот сейчас вот такая ситуация, что достаточно много людей, у которых есть компании, которыми они владели, и долгое время это было, ну, скажем так, связано с минимальными расходами. Но сейчас, так как вернулась вот эта вот лицензия ежегодная, да, даже при минимуме, при отсутствии, скажем так, прибыли, если я не ошибаюсь, там, чуть меньше, чем 400 евро она. 340 евро. Вот. Но как бы для многих всё равно это как бы такой, ну, непонятный платеж, нужный, ненужный. И, соответственно, вот сейчас как бы много объявлений, что отдам, переуступлю, компанию. Соответственно, какие есть, варианты? Как я понимаю, это вот, либо на кого-то переоформить, продать, либо же закрыть, ликвидировать. Может. Я вот так скажу, открыть компанию достаточно легко. Ничего сложного. Закрыть компанию- это уже сложный процесс. И можно сказать, и гораздо дороже. Перепродать- это самый легкий и самый дешевый альтернатива. Ну, так как, не каждый готов купить себе какую-то компанию, у которой есть ну, там, долги, например, или какие-то там, ну, штрафы с госорганов и так далее, закрывать такую компанию, она не может быть убыточна. Что означает убыточно? Означает, что ты не можешь закончить, как будто твои балансы минусы. Потому что если ты в минусе, ты должен банкротство пройти. Что значит банкротство? Это означает, что у тебя есть несколько кредиторов, которым ты не можешь оплачивать свои фактуры, например, и не можешь их свою задолженность к ним погасить, Мгм. потому что у тебя недостаток, Ну, имущества. Но тогда ты должен пойти через банкротство.
Я это не советую, потому что тогда вступает в это банкротство администратор, государственный администратор банкротства, ну, который может некоторые твои сделки как будто аннулировать и сказать: "Верни деньги" и так далее. Не будем это как будто мучить голову нашим зрителям с этим. Но закрыть с ликвидацией, то есть когда остаюсь на ноль или в плюс, оно достаточно сложно в чем? Это бухгалтерская операция. Ты должен остаться или, но на ноль, то есть в конце как будто списываешь все свои затраты, все свои прибыли и так далее, и в компании осталось ноль, или до, например, 5 000 евро — это уставный капитал, минимальный уставный капитал. Если ты до 5 000 евро остался остаток, например, там какие-то деньги остались в компании и так далее, ты не оплачиваешь никакой налог. Но если над 5 000 евро останется, например, тебе осталось 6 000 евро из компании в конце, ты из этого 1 000 евро, которая разница между 6 и 5 тысяч евро, должен оплатить налог. То есть не только что оплачивать налог надо, также надо оплатить еще 1 500 евро депозит у нотариуса для ликвидатора. Да, ты можешь стать этим ликвидатором, но ты так фиксируешь 1 500 евро в депозите у нотариуса по времени ликвидации. А если ликвидация будет там 8, 9, 10 месяцев, то 1 500 евро просто так оставил у кого-то. Еще должен оплатить пару 100 евро там нотариусу, чтобы этот депозит сделал. И не говорим о затратах с адвокатом, и там с торговым регистром, и остальными бухгалтерами и так далее. То есть, грубо можно сказать, просто на затратах, не учитывая этих 1 500 евро, ты потратишь 1000 евро. Ну, то есть, условно говоря, закрыть это, ну, плюс-минус там год, 1000 евро Но расходов. минимальный срок, который есть, это 7 месяцев. Почему? В первом месяце ты вступаешь в ликвидацию, но ты потом 6 месяцев должен держать открытую компанию, чтобы все твои кредиторы могли пригласить Могли свои обратиться. иски. Да, да. После этого срока ты можешь начинать процесс закрытия бухгалтерии и, мы это на словацком говорим, как будто, что это ликвидаčná účtovná závěrka. Это ликвидационный баланс, который ты подаешь на основании решения учредителя о том, что компания закрывается каким-то остатком. Остаток бывает ноль или до 5000 евро, например. Если бывает больше, то там возникает налог. Налогообложение. Но если войдет минус, то ты должен подать заявление в банкротство. И, что главное, если ты знаешь, что твоя компания, она уже готова для банкротства, у директора есть ответственность подать, обязанность Да. подать заявление на банкротство, чтобы снять с себя ответственность за задолженности компании. Там такой нюанс. Не все знают об этом. Ну, те директора, которые не подают в банкротство компанию и не ликвидируют, и не закрывают все кредиты, их кредиторы могут подать против директору жалобу за то, что он вовремя Не не подался. подал жалобу для банкротства, Ну, и тогда ущемил он несет, права. да, и тогда он несет ответственность сам как физлицо, только там есть уровни ответственности в денежном формате, но реально с тебя будут снимать, а не с компании. Это мало кто знает, мало кто это подает, но такой вариант есть. Я такие споры в суде видел, даже присутствовал. Это очень интересно и многое для многих людей Сейчас информации. все испугались. Новое. Хорошо, и тогда такой вопрос еще вот, если вернемся к вопросу, переоформить, да, то есть ликвидация все-таки долго и дорого, ну, удобно кому-то там, ну, условно, подарить свою компанию. Вот тот, кто является принимающим, и тот, кто является передающим, как, ну, вот какие-то там, подстраховать какие-то там свои риски, то есть на что обратить внимание? Посмотри, всегда риски бывают на стороне директоров, не учредителей. То есть, если, скажем, пример, ты учредитель и директор, и продашь свою компанию, или отдаешь свою долю, или подаришь свою долю, без разницы, какой вариант выберем, кому-то, кто тоже станет директором и учителем, ну там какие риски? Риски, которые были, несет директор до своего момента, пока был директором, новый директор с момента, когда был новый директором. То есть там все нормально. Но если директор там кое-что натворил, он, бывший директор, имеет обязанность еще год помогать органам, госорганам, и новый директор имеет обязанность требовать, взыскивать свои там претензии, которые есть, или ущербу из старого директора. Потому что в чем проблема? Директор всегда
он несет ответственность за интересы компании. Без разницы, это ты в одном лице, как учредитель или директор, все равно это такая шизофрения. Я этому говорю, Мгм. что как будто ты смотри, ты компания самостоятельный ребенок, ты самостоятельный ребенок и учитель самостоятельный ребенок. То есть ты как директор не смотришь на своего брата и сестру, ты должен смотреть просто на интересы компании, да. И конфликт интересов получается. То есть, чтобы этого не было, всегда надо брать, делать какую-то там, скажем, временную отчетность. То есть, как будто, например, продаем в ноябре, делаем с января до ноября отчетность, и директор подписывает, что в Мгм. таком составе компанию Ага. отдает. То у тебя есть доказательства, как новый директор, что посмотрите, он мне отдал в таком состоянии, если он врал, то мне поврал тоже. И так. Мгм. То есть подстраховаться вот каким-то промежуточным балансом Да, и то есть промежуточный баланс всегда грамотный бухгалтер может сделать. Потому что если он делает отчетность, например, налоговую там по НДС каждый месяц, у него есть этот баланс. Если нет, то пусть делает. Какая проблема? Делаешь от января до ноября, пишешь уставная заверка, что это от января до ноября и подписывает. Не подаешь налоговую, просто подписываешь, что в таком составе я тебе даю. И ты знаешь, на таком составе я купил компанию. И когда иду подавать уже налоговую декларацию, например, еще за 12 месяц, тогда знаю, что я беру информацию, которую мне передали. ну, то есть если через какое-то время возникнет какой-то человек или компания, который скажет, что вы нам должны, вот, а этого в балансе не было, то тут можно привлечь предыдущего Да, руководителя да-да-да. к ответственности. Потому что в балансе, то есть бухгалтерия должно вести все. Все там плюсы и минусы. Мы не говорим сейчас по прибыли, мы говорим по бухгалтерских операциях, которые есть в книге. Есть такая, называется уставная книга, главная книга. Мгм, В мгм. этой книге должно все быть. И еще подскажу нашим зрителям, что когда требуете, например, видеть бухгалтерию компании, всегда требуйте аналитику. Аналитика — это самый подробный формат бухгалтерии, который есть. Да, налоговая декларация, уж что назовет, все остальное — это какой-то, сказать, можем такой, ну, глобальный образец о том, сколько Чтобы денег, плюс и минусов. агрегатор Но такой. да, но из чего состоится плюс и минус — это уже вопрос аналитики. Называется аналитическая сувага и аналитическая виказовская страта и так далее. Просто аналитической. И в аналитике есть все. Каждая транзакция. Под каждым там, не знаю, там 320, 325, как там есть такой есть рядок. Ты разберешь и увидишь, ага, вот это все там есть. Если этого ты не знаешь, то ты купил какой-то там, ну, Мгм. воздушный шар, ну что в этом шаре, ты не Ты не знаешь. Да, знаешь. да. Хорошо. Очень насущный вопрос, в связи с последними изменениями, для, индивидуальных предпринимателей, которые имеют статус ВНЖ по бизнесу. У них возникает вопрос, оставаться ли в статусе, предпринимателя или же открыть компанию. Это связано с тем, что, убирается минимальный порог и социальные платежи включаются автоматом для всех, ИПшников. Вот, соответственно, ну, меняется расстановка сил, и очень многие рассматривают вопрос о том, чтобы перейти на компанию. И в связи с этим вот, значит, задают такие вопросы. Если человек получил ВНЖ по живности, Мгм. вот, что он должен, может, обязан или там желательно сделать, если он хочет живность закрыть и открыть, компанию? То есть там может ли быть перерыв или перерыв, то есть прерывания не должно быть, Посмотри, я уведомить так скажу. полицию. Живность или СРО, или компания — это тот же самый параграф. В законе об иностранцах, о пробывании иностранцев — это тот же пункт параграфа. Просто там СРО А и ИП Б. Ты не меняешь параграф, то есть у тебя не меняется статус, но ты меняешь то, что показываешь при продлении. Мгм. То есть, кто тебя содержает финансово? Финансово зарабатываешь через ИП или через СРО? Ты можешь зарабатывать и через ИП, и через СРО. Можешь зарабатывать через ИП, можешь зарабатывать только через СРО. Для полиции это ну, зато что без разницы. Вопрос в чем? Если ты будешь зарабатывать до 20 тысяч евро, можем так сказать, реальных 20 тысяч евро оборот, это не просто придуманность, тебе все равно СРО не надо. Потому что как ты будешь снимать с СРО деньги для своей жизни?
Будешь себе оплачивать зарплату, снова появятся оплаты, связанные со соцуслугами, то есть социально-оплатежью. И там намного больше, чем 131 евро должно быть на следующий год, будет намного больше. Потому что ты не можешь себя взять на работу и оплачивать себе минимальную, ниже минимальной, потому что ты с ВНЖ. Это может делать тот, который ИПшник. Извини, это тот, который у него ПМЖ. У тех, которые есть ПМЖ, они могут работать под уровнем минимальной зарплаты, например, 1/4, 1/8, 1/16. Но если у тебя ВНЖ, ты не можешь работать, потому что все оплаты, которые считаются, все налоги, которые они считаются минимальной зарплатой. То есть ты не можешь себе понизить зарплату на меньшую сумму, чтобы ты оплатил меньше на страховке. Нет, все равно тебе будет считать минимальной зарплатой. То есть страховка будет все равно 110 евро. Без разницы, что у тебя зарплата Ну, 200. ты можешь, да, как директорскую себе платить, зарплату, чтобы оставаться с ВНЖ по бизнесу. Просто на работу ты, ну, тут Э, станет тут еще другой вопрос. вопрос в том, посмотри, ты или оплачиваешь 131 евро, ИПшник оплачивает каждый месяц 131 евро плюс страховка государства. Скажем, что это будет 110 евро, чтобы легче Ну, считать. проще. Ну, это получается 241 евро я оплатил каждый месяц. Без разницы, заработал, не заработал. Ты когда станешь по бизнесу, да, ты себе зарплату не будешь оплачивать. Но в конце концов ты должен оплатить налог из прибыли, а потом дивиденды. То есть ты платишь налог из прибыли, скажем, 15%, и еще платишь 7%, ты уже получилось сколько? 22%. А там ты просто оплачиваешь 131 евро плюс 110 евро, 241 евро оплатил, и не мучай себе голову, что взял какую-то сумму физически для себя, потратил на Ну, себя. там тоже есть налог, но ты можешь прямо в это же время там сразу говорить, То что есть все увеличить, зависит от да. того, сколько ты будешь зарабатывать, сколько у тебя затраты, которые не можешь вложить в компанию, затраты, которые не можешь вложить в ИП. Если делаешь оборот 100 тысяч евро, да, делай СРО, нет проблем. Если делаешь оборот до 10 тысяч евро, останься на этой живности. Почему? Если это будешь делать 10, 15, 20 лет, так, например, потому что так ты реально работаешь, тебе у тебя пенсия будет, а при СРО пенсии не будет. То есть Тогда этих 131 евро, которые ты платишь государству, да, ты не зарабатываешь на этом. Но если ты пойдешь в пенсию 65 лет, тебе будет, и ты доживешься там до 90, ну ты ты 35 получал обратно эти деньги, да. И даже твой стаж, например, загранстаж, который есть в России, с Украины, там, Беларусь, я не знаю, там, в Афганистане, если хочешь, он будет считаться в стаж. Просто, да, это не повысит твою сумму пенсии, но стаж должна быть минимальная для того, чтобы ты получал минимальную пенсию. ну, то есть я бы тогда так подытожил, что, с точки зрения, вот статуса ВНЖ по бизнесу, вы можете, невзирая на то, что вы заходили в этот статус через ИП и через компанию, в процессе вы можете делать любые изменения, так как ваш параграф, ваш статус не меняется. А, Если не будет изменения в законе. да, ну, Пока то есть вот на так. сегодня так. Да. Нужно ли уведомить? Вот я всегда продлялся по ИП, но, в следующем году там, Посмотри, ты если не уведомишь полицию, она все равно увидит это. То есть много людей скрывают эти СРО, а потом полиция говорит: "Ну, посмотри, мы посмотрели в регистр, у тебя есть СРО. Окей, ты показывал доходность по ИП, но по СРО должен показать, что нет нет, ну, долгов". долгов, да, да, То есть да. ты сам, если хочешь поменять свой статус и пойдешь на продление, например, через СРО, уведомли. Если не будешь подаваться под СРО, потому что под СРО не будет прибыль достаточно, оборот не будет, налоги не будет, тогда не уведомляй. Ну, то есть мы можем сказать, что в целом, такой обязанности нету, уведомлять, не уведомлять, но как будто бы для Он не меняет подстраховки, статус. Есть обязанности при изменении ну, статуса естественно, да. уведомить, но реально он не меняет статус. Он всегда по бизнесу, всегда там в ПНЖ-карте будет подникание. Может, через год поменяют параграф, но в этом моменте ты все равно по бизнесу. Не по работе, не как студент, не воссоединиться с семьей. Ты по бизнесу. Ну, то есть мы можем сказать, нашим зрителям, что, выбор оставаться на ИП, перейти на СРО, нужно считать, исходя из экономического, вашего расчета, в зависимости от того, какое налогообложение, сколько денег вы выводите из бизнеса на свою жизнь, как планируете дальше инвестировать, какие у вас там затраты.
Вот. А с точки зрения именно юридической разницы нету, и с точки зрения там восприятия полиции, она и так вас воспринимает как человек, у которого ВНЖ по бизнесу. Да. Я думаю, что, те люди, которые работают на ИП, надо хорошо посчитать свою прибыль. Потому что и отчетность связана с СРО намного сложнее, чем с ИП. Затраты, которые будут с бухгалтером, другие. Появится НДС в одном моменте, появятся другие оплаты. И также твоя прибыль на ИП повлияет на оплату страховки. То есть ты всегда должен посчитать, каком я там, ну, между 10, 15, 20 тысяч евро или между 20 и 100 тысяч евро. Или 50, 100 тысяч евро. На 100 тысяч евро это уже стопроцентная информация, что ты должен просто делать это через ООО. Ну да, то есть есть такие как бы, границы, где все однозначно, есть границы, где все менее однозначно, но однозначно, мы рекомендуем всем заниматься, финансовым планированием и консультироваться с финансистами и бухгалтерами с точки зрения определения оптимального, способа ведения бизнеса для оптимизации налогообложения в рамках действующего законодательства. Ну, знаешь, это не вопрос к адвокату. Да-да-да. Вопрос к адвокату по статусу это иностранца. Мы сказали, вопрос один и тот же самый параграф. Может себе какая-то там полиция поменять свое мнение каким-то образом, но это можно всегда оспорить. Вопрос реального деятельности, налога и так далее надо Надо сконсультировать, почитать. потому что оно часто меняется, и там очень такие нюансы есть. Понимаешь, ты там 9531, и ты уже в Уже другом статусе. перешел в другой Да, да, статус. да, да. То есть надо всегда контролировать. И оно меняется. На каждые полгода, год меняется вот этот уровень. То есть ты в одном году можешь сказать: "Это для меня окей", во втором уже не окей. Но закрыть ИП — это легко, Ну да. а закрыть СРО уже не так легко. Ну, мне кажется, мы достаточно подробно разобрали вопросы ИП, компании, открытие, закрытие. Если будут вопросы, пожалуйста, присылайте. Спасибо вам за внимание, за подписки. Нам это очень приятно. Ну, Если кое-что я не объяснил вот достаточно, обращайтесь. спасибо.